Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам об орехе, который пользуется в народе такой популярностью и любовью, как ни один другой орех. Его называют и воложским, и греческим, и каменным, и царским желудем, но большинству он с детства известен как грецкий орех. Этот плод обладает множеством полезных фармакологических и лечебных свойств. Американский ученый доктор Вилсон утверждает, что грецкий орех опережает все остальные виды орехов по качеству и количеству содержащихся в них антиоксидантов, причем все это представлено почти в идеальной композиции с рядом других полезных составляющих. Знаменитый селекционер Иван Мичурин считал, что грецкий орех станет хлебом будущего. В этом видео мы постараемся объективно рассказать интересные факты об этом замечательном плоде, в том числе историю его появления, о его выращивании и полезных свойствах. На сегодняшний день мировое производство грецкого ореха составляет почти 1 миллион тонн в год. Он входит в меню космонавтов и спортсменов. Однако некоторые люди не включают орех в постоянный рацион, потому что боятся высокой калорийности и аллергической реакции, а другие потому что просто не знают о всей пользе этого продукта. Если вы не встречали в природе само растение, то представить себе, как произрастает орех, будет несложно. Принцип схож с каштаном: сначала цветение, затем из цветка формируется плод в толстой зеленой кожуре. После созревания створки плода раскрываются, и на землю падает коричневая косточка в твердой скорлупе. В таком виде орех и попадает потребителю. Едим мы, по сути, ядро косточки. Но расскажем все по порядку. Грецкий орех – это дерево-долгожитель. Оно относится к семейству ореховых. Плодоносить начинает только лет через 12-15 после посадки. И делает это около 2 столетий. Правда, после 80 лет плодоношение немного уменьшается. Дерево грецкого ореха имеет раскидистую крону, диаметром около 20 метров. Ствол у деревьев возрастом 50-70 лет толстый и мощный, высотой в 20-35 метров, а диаметр их стволов в нижней части превышает 1,5 метра. Кора дерева темно-серого цвета, толстая, покрытая трещинами. Большие и очередные листья заострены с верхней стороны и имеют длину 40-70 мм. Они распускаются одновременно с цветками. Это происходит в последнюю декаду апреля. Тычиночные соцветия выглядят как бледно-зеленые свободно свисающие сережки. Пестичные соцветия образуются близко к концам побегов и в пазухах листовых черешков, они сидячие и имеют сросшиеся околоцветники. Опыление перекрестное, преимущественно ветром. Грецкому ореху не требуется пара для успешного плодоношения, но при наличии поблизости опылителя отмечается повышение объема урожая. От вида растения зависит, когда впервые орех зацветет. Дерево может относиться к одному из следующих типов: скороспелый, среднеплодный и позднеплодный. Поэтому первое цветение и урожай в зависимости от вида может наступить на 2-3 год, через 8 или через 10 лет. Существует 2 кардинально разных формы цветения. Причиной является разница сортов. Цветение подразделяется на протандрическую, где первыми цветут женские цветы, и протогеническую форму, где первыми цветут мужские цветы. Это не позволяет дереву самоопыляться. Во время цветения дерево имеет привлекательный и необычный вид. Из-за этого грецкий орех высаживают даже в парках и вдоль дорог в целях озеленения города. Женские соцветия развиваются на концах однолетних побегов. Они захватывают пыльцу широкими влажными лопастями рыльца. Родина грецких орехов доподлинно не установлена, но об их пользе знали еще в Древнем Вавилоне. Если верить древнегреческому историку Геродоту, продукт был доступен только знати, поэтому его не зря называли царским. Для обычных людей орехи были под запретом, правители боялись, что жители Вавилона станут слишком умными. Именно в Месопотамии, которая располагалась на землях современного Ирака, появились наиболее ранние письменные свидетельства употребления в пищу грецкого ореха. С персидских земель, вероятно, и стали распространяться по миру ореховые деревья, хотя следы реликтовых ореховых лесов третичного периода палеоботаники находят в Китае, Турции, Закавказье, на юге Венгрии и на Буковине, Украина. Считается, что именно древние греки начали культивировать это растение, стараясь вывести такие же крупные плоды, какими хвастались торговавшие с греками персы. Из Греции растение попало в Рим уже под названием грецкий орех, а затем распространилось по территории Франции, Швейцарии, Германии и Болгарии. На американский континент грецкий орех был завезен только в начале 19 столетия. В Украину орех попал из Молдовы и Румынии под названием воложский. На Руси знакомство с грецкими орехами происходит, видимо, в XII-XIII веках, когда были налажены тесные контакты с Византией. Именно из Греции орех и попал в Киевскую Русь. На латыни название грецкого ореха звучит как «царский желудь».
А царским его называли именно греки. В Киевской Руси этого не знали. Поэтому орехи, привезенные из Греции, стали называть грецкими. Название прижилось и осталось. Древесина грецкого ореха принадлежит к самым дорогим видам подобного сырья на рынке. Она ценится как за свои декоративные и технические характеристики, так и за относительную дефицитность, поскольку растет дерево медленно, а срезают его неохотно, ведь плодоносящий орех – это источник постоянного дохода. В некоторых странах ее заготовка сегодня запрещена. Для покупателя важна, прежде всего, высокая декоративность древесины, но и другие ее качества не остаются без внимания. Древесина хорошо полируется, она плотная и вязкая, устойчива к процессам гниения, разрушению жуками, древоточцами и насекомыми. Рисунок красив и своеобразен. В нижней части ствола и в районе комля рисунок является повышенно контрастным и оригинальным. Так как комель и корни дерева сильно заглублены, то обычно комель аккуратно выкапывают. На нижней части старых деревьев часто образуются наросты капы, которые очень ценят столяры. Рисунок капа в распиле красив, поэтому кап используется как сырье для производства мебели, элементов мебельного декора, шкатулок и предметов обихода. Рисунок каждого участка капа неповторим и своеобразен. Наросты капа достигают значительных размеров, до 1,5 и даже 2 метров в диаметре. Их вес может достигать 200 килограммов. Грецкий орех относится к теплолюбивым видам растений. Сильные морозы зимой с температурой ниже 25 градусов, а также неожиданные весенние заморозки приводят к появлению различных повреждений на коре, кроне и на корнях дерева. В таких условиях у дерева нарушается рост однолетних приростов, молодые ветки становятся черными, образуются вредные морозобоины на стволах, погибает большое количество завязей, а урожайность созревших орехов у такого дерева резко снижается. Грецкий орех совершенно не выносит тень, поэтому он растет не в тесных зарослях, а на открытой местности. Эти условия гарантируют, что дерево вырастет крепким и будет давать хороший урожай, потому что при недостатке солнца на дереве формируется больше мужских соцветий, которые не образуют плодов. Сегодня посадки культурных сортов встречаются практически по всему земному шару. До сих пор сохранились реликтовые рощи площадью более 25 тысяч гектаров, в которых растет только грецкий орех. Одна из них находится в долине Кыргызского горного хребта Чаткал недалеко от деревни Арсланбоб. Деревня, где проживают этнические узбеки, растянулась в тени почти 2-километровых откосов гор Баба-Шатар. Она стала домом для 16 тысяч человек, большинство из которых зарабатывают на жизнь сбором грецких орехов. Длинные зимние вечера жители проводят, раскалывая орехи и очищая их от скорлупы. Практически каждый и молодой, и старый вовлечен в этот процесс. Согласно статистике ООН по международной торговле, в 2016 году Кыргызстан экспортировал 1200 тонн грецких орехов за $2 миллиона США. В диком виде грецкий орех также можно встретить в Закавказье и Талышских горах, Азербайджан. Его дикие разновидности свободно произрастают на севере Индии, Китая, по большей части на пологих склонах и в гористых ущельях. Орех хорошо растет в Китае, Греции, Украине, США, Иране, Чили, Северной Индии. Хорошие условия для произрастания есть также в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции, Молдове, Казахстане и Узбекистане. В России грецкий орех растет в смешанных лесах Краснодарского края, Крыма, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, на юге Поволжья. Самым крупным экспортером грецкого ореха в Россию является Чили. Крупными экспортерами также являются Китай и Узбекистан. Лидером мирового экспорта является США. Плодоносить дерево начинает приблизительно через 7-10 лет после посадки, а пика плодоношения достигает спустя 20 лет. Плод грецкого ореха представляет собой односемянную костянку, поверхность которой покрыта кожурой зеленого цвета и шаровидной косточкой. Внутри очень твердой скорлупы, имеющей внутри от 2 до 5 тонких перегородок, находится съедобное ядро грецкого ореха. Вес одного плода от 5 до 17 грамм. Орех начинает созревать в первой половине осени, а полное созревание плодов происходит к концу осени. Когда орех созревает, в кожуре образуется трещина, которая со временем увеличивается, и он падает на землю. Когда плоды окончательно созреют, наступает оптимальное время для сбора грецких орехов. Если сложно определить период созревания, то следует запомнить, что ранний сбор менее убыточный, чем поздний. Время, когда собирают грецкие орехи, и качество их ядер напрямую взаимосвязаны. Ранний сбор до полного созревания приведет к сморщиванию и уменьшению съедобного ядра. Если все орехи собраны раньше срока, можно поместить их в деревянный ящик на 2-3 недели, после чего просушить.
Слишком поздний сбор чреват гниением плодов и порчей вредителями. Чтобы верно рассчитать время, когда созревают грецкие орехи, нужно руководствоваться в первую очередь их сортом. Ветки деревьев встряхивают длинными шестами с крючками на концах. При сбивании грецких орехов с дерева нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить плодоносящие ветки и кору, иначе это плохо скажется на последующих урожаях. Если плоды не осыпаются, но оболочка треснула, следует сорвать их вручную или сбить палкой. Если орех сложно освобождается от оболочки, можно срезать ее ножом. Еще один способ с легкостью избавиться от околоплодника – замочить плоды в воде. Собирать орехи лучше в перчатках, так как зеленая кожура оставляет стойкие коричневые пятна. Обычно собирают орехи выборочно 3-4 раза. Для получения хороших по качеству плодов со светлой скорлупой и полным белым ядром необходимо немедленно после стряхивания собирать орехи, очищать их от оболочки, промывать и сушить. Орехи нужно собрать не позже, чем через сутки после падения на землю, а в дождливую погоду не позже, чем через 12 часов. Многие пытаются хранить плоды, пролежавшие несколько дней в земле, но этого делать нельзя, так как они могут быть поражены плесенью. При быстром проведении этих операций плесень не проходит через скорлупу, не портит оболочку ядра и само ядро. Промывать орехи следует в чистой или сильно соленой воде. После сбора урожая, орехи нужно расположить на ткани тонким слоем и просушить, при этом необходимо время от времени их переворачивать. Можно сушить орехи на солнце или в специальных сушилках. Хранят их в прохладном и сухом помещении при температуре около 10 градусов С. Хранить орехи можно более года без потери качества при температуре 3 градуса С. Орехи хорошо хранятся в течение 2-4 лет в холодильнике при температуре 0 градусов С. Если при хранении были нарушены условия и плоды высохли, их можно реанимировать. Для этого нужно вскипятить воду, подсолить ее, затем положить в нее орехи и оставить вымачиваться в течение 6 дней, после чего просушить и положить в укромном сухом месте. Как продукт, грецкий орех универсален. Он может использоваться и в выпечке, и в мясных или рыбных блюдах, и в салатах, и в соусах. Поэтому и рецепты с его включением многочисленны и разнообразны. Одним из рекордсменов по использованию ореха в кулинарии считается кавказская кухня. Там ореховая составляющая может быть даже в супах, которые загущают с помощью перемолотых ореховых ядер. В частности, так готовится, например, грузинский суп с курицей и грецким орехом. В турецкой, грузинской и русской кухнях грецкие орехи часто сочетаются с баклажанами. В кондитерском производстве орехи применяют в ограниченном количестве, для карамельных начинок в тертом и дробленом виде, в виде половинок для конфет и мучных кондитерских изделий, типа восточных сладостей, для украшения тортов. Грецкие орехи обычно не обжаривают, так как после обжарки в них проявляется неприятный привкус. Изменение вкуса связано с образованием меланоидинов вследствие взаимодействия аминокислот и углеводов с образованием альдегидов, обладающих запахом. В зрелых ядрах ореха содержится 73% масла, 20% белков, 7% углеводов, а также присутствуют витамины В1, В2, скоротрiterпеноиды, хиноны, эфирные масла, клетчатка, дубильные вещества, соли железа, кобальта. А масло грецкого ореха обладает особой ценностью, так как содержит очень много витаминов. В заключение несколько слов о полезных свойствах ореха. Полезные свойства грецкого ореха, обусловленные его химическим составом, сегодня изучаются в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями, болезнью Альцгеймера, оксидативным стрессом, изучается возможность улучшения с его помощью работы сосудов и сердца, нормализации репродуктивной функции. Они содержат в 2 раза больше антиоксидантов, чем любые другие виды орехов. Эти плоды отличаются повышенным содержанием йода, что особенно полезно для профилактики заболеваний щитовидной железы. При регулярном употреблении небольшого их количества значительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ядра грецкого ореха увеличивают липопротеиды высокой плотности и снижают уровень плохого холестерина. Грецкие орехи содержат в своем биологическом составе ряд противовоспалительных веществ, способствующих профилактике ожирения, потере лишнего веса и восстановлению здоровья костей. Покупать грецкие орехи лучше в скорлупе. Хранить их следует в тканевых мешках или деревянных ящиках при температуре не выше 10 градусов. Если вы купили очищенные ядра, промойте их перед едой от пыли. Распределите порцию орехов на несколько приемов в течение дня и обязательно тщательно пережевывайте продукт. Только тогда, при отсутствии противопоказаний, грецкий орех принесет вам пользу. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!